7 лет не играл на арте, первый тестовый бой. Это вообще нормально? 2 ваншота подряд. 2.6.1 действительно такая сильная? Или это ее навыки так усилили? Будем разбираться. Всем привет! Вы на канале Quimby. Это уже третий видеообзор теста новых навыков экипажа. Первые 2 были на ТТ и ПТ. Ссылка на них появится вверху экрана. Переходите, посмотрите. Здесь я сразу пройдусь по основным нововведениям, которые установил на арту. Итак, поехали! Командир. Координация. Увеличивает скорость сведения на 12,5% на 15 секунд после обнаружения машины противника. Радист-эксперт. Увеличивает бонус к эффективности экипажа на 2,5%, если количество урона, нанесению которого вы способствовали, превышает начальное значение очков прочности вашей машины. Плечом к плечу. Увеличивает бонус к эффективности экипажа на 2,5% на дистанции не более 50 метров от союзной машины такого же типа. То есть, если с вами рядом стоит арта, бонус к экипажу увеличивается на 2,5%. И радиопомехи. Сокращает время отображения вашей машины на 1 секунду. То есть на 1 секунду раньше вы будете исчезать. Наводчик. Берем концентрация. Снижает разброс орудия неподвижно стоящей машины на 3,5%. Эффект срабатывает через 3 секунды после остановки машины. Быстрое сведение. Ускоряет сведение орудия на 2,5%. Механик-водитель. Надежная позиция. Увеличивает показатель поглощения урона от осколочно-фугасных снарядов на 7,5%. Знаток моторов. Увеличивает максимальную скорость движения вперед и назад на 1 км в час. Заряжающий. Идеальная зарядка. Повышает скорость полета снаряда на 10%. Настройка боеприпасов. Повышает нижний порог разброса урона и бронепробитие увеличивает на 2%. У второго заряжающего аналогичные навыки. Модернизация у вас на экранах, и что по итогу мы имеем? Мы увеличили средний урон, увеличили бронепробитие, уменьшили время сведения, увеличили средний урон в минуту и также увеличили скорость полета всех видов снарядов. Как пример я указал расчет бронебойного снаряда. И переходим к тесту. Как я говорил выше, я около 7 лет уже не играл на арте. И первое, с чего реально я аху при тестировании объекта 2.6.1, так это с его точности и скорости полета снаряда. Вопросики у меня, конечно, остались к ним, не без этого, но это мы рассмотрим далее. Я протестировал в этом обзоре 2 арты. Советскую арту 10 уровня 2.6.1 и британскую арту 10 уровня Conquer Gun Carriage. Основной навык, который будет с вами на протяжении всех боев, это концентрация, которая снижает разброс орудия неподвижно стоящей машины на 3,5%. Эффект срабатывает через 3 секунды после остановки. Пишите в комментариях, как вам такие навыки, что думаете о них, сломают ли они рандом, или это то, что необходимо было сделать уже давно. Я просто поражаюсь, насколько точная 2.6.1. В этом бою я выстрелил весь боекомплект. Из 20 снарядов только 3 не легли в цель. Остальные все и на ходу, и в стоячих, и лежачих. Все залетает. Впрочем, вы и так это все видите. Как она четко попадает в движущую цель. И вот те самые долгожданные вопросики по бронебойным снарядам. Armor not hit. Броня не пробита. Броня не пробита. Здесь спасибо, угодили. И продолжаем старую песню. Броня не пробита. Ну затылок, ребята. Ну пробитие это у меня 334 миллиметра как бы. Тут вообще рикошет. Протестировав 2.6.1, я могу, наверное, сказать, на мой субъективный взгляд, это лучшая арта в игре. Есть же, конечно, свои недостатки, это маленький сплэш,
маленький боекомплект, траектория, которая не позволяет закидывать за укрытие, и бронебойные, как-то слабо пробивали, или просто мне так не везло. Но это все перекрывает своей точностью, скорострельностью и мобильностью. У Артаконя примерно такой же набор навыков, только у наводчика я выбрал переработанный навык мастер-оружейник, который уменьшает разброс урона и бронепробития на плюс-минус 20% и уменьшает разброс на 1,5%. На 2.6.1 тоже надо было ставить этот навык, но почему я так не сделал, уже не припомню, но прирост к урону и точности был бы это точно. Модернизация на экране, а теперь поехали тестить эту лошадку. Играя на Артаконе, что-то я реально утомился. Особенно когда ждешь под 35 секунд, а потом копаешь этими снарядами землю. Этой артой только моей бабушке на даче картошку копать. Вы просто посмотрите на эту точность. Я только с 3-го раза попал, и это в статичную цель. Про слегка или быстро двигающуюся вообще промолчу. Если вам понравился обзор, поддержите лайком и подпиской. Это мотивирует и помогает развиваться каналу. Примерную механику новых навыков экипажа, надеюсь, я вам донес. Теперь будем ожидать, когда это все выйдет на основу и с какими цифрами. Всем спасибо за внимание, берегите себя и до следующих обзоров.